Всем привет! Уже месяц у меня живет замечательная вафельница Russell Hobbs. Ее я сегодня и буду вам показывать. А еще мы приготовим простейшие банановые вафли. Не переключайтесь, с вами Галина Артеменко и канал Жизнь вкусная. На моем канале уже есть обзор моей старой вафельницы, и поэтому обкатывать эту мне было вдвойне интереснее. И я вам скажу, что моя старая вафельница уже уступила место новой, более компактной и удобной. И теперь я готова поделиться с вами своими впечатлениями. Ссылку на обзор моей первой вафельницы я оставлю в описании к этому видео. Итак, моя вафельница Russell Hobbs компактнее моей предыдущей вафельницы, это хорошо видно на этом кадре. И моя предыдущая вафельница и это приборы 3 в одном, то есть у них есть набор пластин для вафель, а также для приготовления сэндвичей и насадка для приготовления всего на гриле. Этой насадкой я чаще всего пользуюсь, когда делаю домашнюю шаурму. Чистка прибора 3 в одном намного проще, чем в полноценной вафельнице, потому что пластина очень легко снимается, моется и одним движением вставляется обратно. Многие скажут, так 4 же вафли печь эффективнее, чем 2. Вроде бы да, но основной моей претензией к первой вафельнице было то, что печет она вафли очень долго, целых 12-14 минут. И вот при одинаковой номинальной мощности в 750 Вт моя новая вафельница печет их в 2 раза быстрее. Да и размер этих вафель мне нравится больше. Они получаются глубже, я могу напихать побольше соуса, сметаны, положить в каждую ячейку ягоду малины или кусочки фруктов. И, кстати, такая вот глубина вафель – это отличительная особенность именно этой вафельницы от Russell Hobbs. Прибор имеет хорошую сборку, в нем нет каких-то неприятных щелей, непонятных зазоров. И даже если вы где-то не подрасчитаете с количеством теста, а у меня так бывало, то в процессе выпечки тесто не будет вылазить безобразно, не будет портить нагревательную конструкцию, и все вымыть будет довольно-таки легко. Покрытие пластин прибора тефлоновое, и на этот прибор действует обменная гарантия в течение 2 лет. А если зарегистрироваться на сайте производителя, то к этому сроку добавляется еще 1 год. Теперь же давайте напечем в ней вкусных домашних вафель. Они будут без сахара, но он здесь и не нужен, потому что их основу будет составлять бананы. Для приготовления своих банановых вафель я беру 2 средних по размеру очень спелых бананов, либо 1 крупный, 100 грамм творога сухого пастообразного, у меня 5% жирности, 1 яйцо, 1 столовую ложку какао без горки, также я добавила щепотку соли. Еще у меня здесь 1 чайная ложка с горкой разрыхлителя для теста. И овсяная мука я измельчила при помощи своего измельчителя овсяную крупу. Вы можете брать пшеничную цельнозерновую или же покупную овсяную. Ссылку на обзор своего измельчителя я оставлю в описании к этому видео, так же как и список всех ингредиентов к рецепту. Я очищаю и отправляю в миску для смешивания бананы. Я уже включила вафельницу для того, чтобы она разогревалась. Нужно помять бананы вилкой. Вы можете измельчить их блендером, но когда остаются небольшие кусочки бананов, мне нравится так больше. Обязательно берите очень спелые бананы. Можно даже брать переспевшие, такие вот темные, как у меня в видео про приготовление бананового хлеба. Зеленоватые бананы не будут так хорошо разминаться, и текстура теста будет не такая вот вязковатая, характерная. Теперь добавлю к бананам свой творог. В принципе, вы можете брать творог любой жирности, просто я больше всего люблю творог именно 5% жирности для таких вот, для сырников, для вафель, поэтому использую его. Главное, чтобы он был не очень влажный и вот так вот хорошо растворялся, распределялся по тесту. Теперь добавляю яйцо. Так, вот такая вот кремовая масса получилась. Теперь буду начинать вводить сухие ингредиенты. Сперва добавлю какао и соль. Какао мне нравится использовать темный, жирный, потому что именно такой какао обладает очень-очень сильным ароматом и вкусом. Теперь по 1 столовой ложке начну добавлять овсяную муку. Дело в том, что бывает по-разному. И яйцо больше-меньше, и творог больше-меньше в нем влаги.
а также бананы немножечко отличаются по размеру, поэтому вафли могут взять разное количество муки. Тут важно не перебдеть и не недобдеть. Вторая. Сейчас добавлю также разрыхлитель. Если вы видите, овсяную крупу я смолола в такие фракции не очень прям мелкие, не до состояния однородной муки. Мне нравится, когда остаются небольшие крупинки. Третья столовая ложка. Четвертая. Вот тесто уже прям густеет хорошо. Я думаю, что еще одна столовая ложка и будет прекрасно. Вот у меня здесь как раз получается 5 столовых ложек. Индикатор на приборе сообщил, что прибор уже нагрелся и готов к тому, чтобы я закладывала в него тесто, поэтому я приступлю к выпечке. Для чистоты эксперимента пластины я ничем не смазывала. Распределяю тесто по пластинам. Использую ложку для мороженого и выкладываю 2 ложки на порцию, на одну вафлю. Выпекаться они будут у меня 5 минут. В принципе, все снимается вполне сносно без масла, но я бы порекомендовала все-таки маслом немножко поверхности смазывать. Отправляю на выпечку вторую пару вафель и слегка смажу поверхности топленым маслом. Вторая пара вафелек готова. Отходит все замечательно. Я снимаю при помощи силиконовой лопатки для того, чтобы не повредить поверхности. Горячо. Будем пробовать. В будущем я обязательно выложу еще несколько рецептов с главной героиней сегодняшнего видео, где задействую и остальные насадки. У меня уже очень много задумок, а поэтому не теряйтесь, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк, если вам понравилось это видео. С вами была Галина Артеменко.